Скажу вам про эту телегу. Subaru Legacy 2001 года. Блин, что за школьник вещает? Всем привет, меня зовут Дима, и я владею Subaru уже на протяжении 6 лет. Звучит на самом деле как приветствие в клубе анонимных алкоголиков, с той лишь оговоркой, что вместо алкоголя – субарин. Попробовав его однажды, ты случайно осознаешь, что он стал частью твоей жизни, ведь Subaru стала твоей повседневной машиной. С одной стороны, Subaru – твоя обыденность, которую ты уже перестал замечать среди своих дел, настолько, что тебе уже плевать, как она выглядит. С другой же, как и полагается любой вредной привычке, ты не можешь просто так от нее отказаться. В один прекрасный момент, заметив, что внешний вид твоей привычки стал совершенно непрезентабельным, ты понимаешь, что надо что-то все-таки менять. Возникает лишь вопрос, в каком направлении двигаться. Либо ты делаешь из Subaru экстравагантную гонку, или же это будет очередной стенс-проект. И раз уж так получилось, что мы заделались блогерами, а жизнь нас наградила субарями одной и той же модели, мы решили показать вам наглядно, какой же лук нашим обыденным тачкам подойдет больше. Гонка или стенс. Начнем мы с краткого обзора нашего исходного материала. В моем случае мы имеем Subaru Legacy с легендарным 2-литровым твин-турбо ежом под капотом. И в целом Subaru меня жестко в пути никогда не подводил. А то, что через полгода владения я почувствовал себя марководом и разложил свой сарай об поребрик, так это просто из-за прокладки между рулем и сиденьем. До этого сарая у меня был абсолютно такой же Legacy в исполнении седан, в безумно красивом синем перламутре и в очень достойном состоянии. Особенности же конструкции пихла в тот момент меня абсолютно не напрягали. Но в процессе владения таким Legacy для меня всплыла очень весомая проблема. Эта проблема называлась 2-литровый оппозитный атомотор на 155 сил, который нифига не вез эту тачку, но при этом жрал, сука, как 5-литровый компрессор на V8. Ну и, естественно, поджирал сами знаете что. Стой! Полилось масло! Причем мотор был абсолютно живым, а пробег у Бэтчера к этому моменту даже не превышал 200 тысяч километров. Да и вообще, хоть убей, я не понимаю, нафига на атмосферном двигле оппозитная компоновка? Ведь все преимущества оппозита раскрываются в автоспорте. Нафига весь этот геморрой на обычном тэшновозе? Люди, покупающие 1,5-литровые импрезы, вы вообще о чем думаете? Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты? Так вот, через 1,5 года осознания того факта, что мой пихун, сжирая те же самые тонны нефти, может крутиться в 2 раза активнее, я цинично предал и продал Бэтчера, о чем потом очень сильно пожалел. Купил я этот вагон изрядно потрепанным с полуторами владельцами, одной из которых, как всегда, оказалась дама. Как и в случае с Бэтчером. Дамы, почему вы покупаете эти машины? Зачем? Была просто наведена внешка, помимо этого влито 50 косарей в подвеску, и машина просто ездила, изредка заезжая в сервис, получить очередную порцию надежных японских контрактных запчастей. Здрасте, а я снова к вам. Ба, таки шо, снова вы? Как приятно, когда тебя уже узнают. А нам-то как приятно. Ну шо у вас на этот раз? Да я на самом деле за маслом поехал, но со мной какая-то Камри поравнялась. Ну и? Да что ну и, с заднего сиденья начал тип какой-то кукарекать. Давай встанем, у нас в Камри 3.5, японцы делают вещи. А вы шо? А что я? Ну японцы для меня кое-что сделали. И говорю, давай, вставай. И как заехали? Ну он дал, ушел, а я про масло забыл. Дал и... Но вы таки не расстраивайтесь. Вам на самом деле повезло. В чем это? Вы же за маслицем ехали. Так у нас акция как раз. За переборку вашего движка вдогонку литрушку масла дадим. Честно говоря, я тут увидел, как эту ситуацию в Питере решают. И как же? GZ втыкают вместо ЕЖ. И я, собственно, хотел бы попросить вас это сделать. Ну, гой, литрухи масла в таком случае не видать. 200 косарей было вложено за 4 года владения. И это только по заказ нарядам в этой папочке. Помимо этого покупались новые запчасти в другом магазине, куча контрактных запчастей, налоги, страховка, бензин. Все это грех считать. Тем временем за 4 года внешний вид изрядно потрепался. Capture the beat, hot flows, capture my speed. Enrolling, capture the reps of the heat. Won't strike a match to the beat, burn with it lands in your feet. I rap tight to the 22 bucks of the sheet. More ferocious than 22 tigers. You wanna flow, I'll give you 77 a week. Wrestling hooks complete, ill if I
known if I beat. Привет, ребят! Меня все так же зовут Саша, и мое владение Subaru оказалось не самым желанным. Скажу прямо, я не являюсь фанатом марки, фанатом JDM, культуры и прочего вытекающего, хотя до Subaru у меня были уже две праворульные тачки. Совершенно случайно. Также у меня был Smart Fortwo, продав который, я и принялся искать новую тачку. Я искал трешку BMW в 46-м кузове. Не нужна тебе такая машина, брат. Поверь мне на слово. И вы сразу понимаете, что она была некро. После этого я стал искать Honda Civic купе 7-го поколения, которое делалось только для американского рынка. Оказалось, слышишь, хондовод бывший. Но, к сожалению, они тоже были все в хлам. Но в один вечер, отчаявшись от просмотров очередного дерьма, Дима наткнулся на свежее объявление о продаже данного автомобиля. Но, ребят, скажу честно, положа руку на сердце, я никогда не хотел Subaru. Но получилось вот так. Посмотрев данную тачку и недолго думая, я купил ее. Ключи-то! Про тачку я знал не понаслышке, так как я пережил все этапы становления Димы субаристом. Поэтому нового в мою жизнь она не принесла ничего. Я знал, что у этой машины атмосферный движок, то, что она тупит, то, что она не едет. Но все я знал со слов Димы. Хотя на его Subaru я тоже ездил. На самом деле, если вы будете сравнивать эту тачку с каким-то повседневным ведром, который купите за папины деньги, то вам не покажется, что она тошнит. Но в сравнении с тем Subaru, который принадлежит Диме, она не едет никак. Друзья, Subaru хоть и японский автомобиль, но не отличается особой надежностью. Но с поиском запчастей у нас не возникает никогда никаких проблем. Особенно, когда под рукой есть такой надежный помощник, как Юлсан. Юлсан – это одна из крупнейших сетей магазинов автозапчастей, представленная более 200 офисами по всей нашей необъятной, в которой есть как простой интуитивный сайт, так и не менее интуитивное мобильное приложение, где вы всегда можете заказать запчасти для своего железного коня, получив бонусные рубли за очередную покупку. Ну а если вы не знаете, какие запчасти нужны именно вам, то всегда есть возможность проконсультироваться с специалистом с помощью встроенного мобильного приложения или в сайт-чата. Ну а если у вас наоборот завалялись ненужные запчасти или появилась потребность продать своего коня, то вы их также можете реализовать через интернет-магазин Юлсан. Переходите по ссылочке в описании, используя наш промокод SICKandLOW и получите свою персональную скидку на любую покупку в интернет-магазине. Но, как бы я ни мечтал о BMW в 46-м кузове, эта тачка мне нравится тоже в некоторых моментах. Например, я купил ее с бампером Blitzen. Ребята, субаристы наверняка знают, что такое Blitzen, и сейчас такие: о, да, это же Porsche делали. Здесь катки Blitzen, господа. Да, детка, да. Безрамочные двери, господа. Вы все это видели, да? И у меня уже была тачка с подобными дверьми. Это был Smart Fortwo. И напишите, что я петух, конечно же. Зеркала со следующего кузова. Это мне определенно нравится, они с повторителем. Но самое крутое, что есть в этой тачке, спасибо большое бывшему владельцу, это руль. Руль с деревянной косточкой. Настоящее дерево, ребята. Лакированное дерево. Это турбо приятно. Это очень классно. Это правда мне нравится. Да, я ее дропну в скором времени. Да, мы поставим проставки. Да, я думал сделать из нее стенсуху. Посмотрим, что из нее получится. А сейчас я покажу вам главную причину, по которой я все-таки променял атмосферный бэчер и купил турбосарай. Стоп. Вопросы? Стоит все-таки заметить, что машина находится не совсем в стоке. Первая стандартная процедура, которая проделывается с такими зажигалками, называется ЧВН. Чип, выхлоп и насос. Прямоточный выхлоп здесь стоял уже до меня, хотя катализатор до сих пор на своем законном месте. Дело в том, что именно благодаря ему мой выхлоп имеет бархатный тембр того самого заветного бу-бу-бу. И именно благодаря ему же мой выхлоп не вызывает никаких вопросов у инспекторов. Благо они не знают, как звучит выхлоп, если нажать на гашетку. В свою очередь, тюненный топливный насос Deutsche Works на 265 литров в час был установлен мной еще в первый месяц владения турбосараем за какие-то баснословные 10 тысяч деревянных. Почему же я не взял китайский Вальбра за 3000? Все потому, что ваш покорный слуга был молод и зелен. Ну а шитые мозги от именитого тюнинг-ателье Mainz были проинсталлированы всего лишь полгода назад, спецификации которых гласят, что были правлены топливные карты,
подняты углы опережения зажигания, убраны все мыслимые и немыслимые отсечки, в том числе японские 190 км в час. Также была сдвинута отсечка аж на 8000. Я без понятия, нафига это надо было делать. Ну и самое главное, были подняты пиковые значения давления наддува со стоковых 1,1 бара до целых 1,45. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. 1,5 бара, парни! При стоковых 1,1 барах здесь уже с завода было 280 лосей. Как вы думаете, варит ли этот сарай? Ну а сейчас самое главное. Сарайчик уже слышал стук 4-го и не понаслышке знает, что такое литр масла на 1000. Но, как я говорил в ранних видосах, мой пихун пал смертью храбрых даже не из-за этого. Виной тому была пробитая прокладка ГБЦ, и целесообразнее было поменять весь мотор. Так вот, возможно, самое выгодное приобретение за всю мою жизнь. Мотор в сборе совсем навесным, включая турбины, тюнинные катушки, облегченный шкив коленвала и вдобавок, как казалось, новый комплект ГРМ обошелся мне, барабанная дробь, в 27 тысяч рублей. Утритесь, Subaru хейтеры. Касательно самой системы Twin Turbo, которая установлена на 206 и 208 нижах, она хороша только тогда, когда в нее не лазят раки своими кривыми руками. Ну и естественно, когда все трубки управления турбинами целы. Касательно расхода масла на новом двигателе, я не доливаю больше литра от замены до замены. Касательно же подвески этого сарая, так как комплектуха с 3 заветными буквами GTB, на стойках есть маркировочка Bilstein. Это очень хороший и, главное, живучий вариант гражданской подвески с намеком на спорт. Однако у этих желтых перевертышей есть очень важный нюанс. Штоки этих стоек могут начать люфтить еще за воротами завода. Это особенность конструкции. Но жутких проблем это может не вызывать еще на протяжении 20 лет, как, собственно, в моем случае. И только по иронии судьбы, буквально накануне съемок, у меня сдохло 2 из 4 стоек. Я сделаю акцент. Эти стойки проехали аж 270 тысяч километров, большая часть из которых была по российским дорогам. Я считаю, это достойно аплодисментов. В остальном очень приятные и живучие спортивные стойки. Но на замену им уже едут кайловеры. У Александра стойки тоже вымерли, и он также выбрал вариант винтовой подвески. Стоимость наших покупок вас очень удивит в следующих сериях. Ну и наконец пару слов про кузов. В прошлом году у меня была пара мелких обидных аварий, которые оставили несколько отметин по кузову. Но это вина не машины. Стоит отдать должное, что за 20 лет кузов выглядит не так уж и плохо. Но все же жучки по кузову стали появляться. Поэтому уже куплен комплект дверей в цвет за 7 косарей и пара крыльев в цвет за 6. Поэтому запасаемся шпаклей и краской и едем в следующих выпусках в кузовню. Знаете что, я даже педаль в пол не буду нажимать. Просто вот едем. Да, нет, это не бесполезно. Машина едет. Едет. Ну, в смысле, вот мы едем, она едет. Бесспорно. Все, видишь? Передвигаемся. Вот именно. Во-первых, здесь автомат. Это комфортно. Ну вот тут я соглашусь с Александром. На легасевой механике, твинтурбовой, стоять в пробках — это вообще сущий ад. Годы тренировок в этих пробках, и вы сможете в тренажерке такое показывать ногами. О чем речь? Просто посмотрите на этот руль. Произведение искусства спортивного жанра. Перед вами грация с картины Леонардо. Он приятный. Мне ничто не доставляет здесь такого удовольствия, как вот этот руль. Смотрите, не, чуть притоплю. Гонщик нелегальный, скорости все анальные. В принципе, автомобиль абсолютно поджопный. Самая главная фишка, которая мне понравилась в этой машине, когда я проездил на ней всю зиму, это полный привод. Какой там, блядь, процент? 55-45, что-то такое, да? Важная информация. Полный привод на автоматных субарях не является полным приводом. Потому что в коробке стоит вискомуфта, и она только перекидывает момент назад. По дефолту это передний привод. В остальном, в принципе, ребят, просто комфортная каждодневная машина, приятные сиденья, ну не самые плохие, честно скажу вам. Обстронная панель, которая нравится мне. Еще раз посмотрите на этот руль. Руль, видимо, был решающим фактором при покупке.
Решающим фактором был не руль. Решающим фактором было то, что в комплекте с машиной шла еще задняя четверть. Я купил 1,25 Субаря по цене одного. А вся фишка в том, что заднего крыла просто почти не было. Оно сгнило после какого-то очередного ремонта. В принципе, речь-то сейчас не об этом, речь о руле. В остальном машина походит еще, ребята. Всем советую ставить такой руль. Насчет расхода масла. Я не доливал еще ни разу. Вся вот эта культура Subaru, ралли, мне абсолютно плевать на это. Я не хотел Subaru, но я купил Subaru, и я на ней отъездил уже год. Как-то так. Какой охуенный примик! Давай, разгон с места. Я сейчас ебану! Газ в пол, до 80 хотя бы, дай джаз. Не превышайте скорость. Ведите себя аккуратно на дороге. Тут не надо нажимать педаль в пол, когда есть такой руль. Момо. 2 пальца аж натер, работает пиздатый руль. Настолько он мне нравится. Еду вот так вот. Тебе нравится руль, Слава? Нет? Ну вот, а мне нравится. Ну что ж, друзья, если мы вас смогли заинтересовать и вам интересно, что будет с ними в дальнейшем, подписывайтесь на наш канал, ставьте большой палец вверх, пишите в комментариях, что вам хотелось бы увидеть в наших тачках. И пока! Пока-пока-пока-пока-пока.